Дорогие подписчики, ну, наконец-то это случилось, и мы с моей очаровательной подругой Нермин встретились. Это вот египетская девушка, женщина, ну, у нее 3 детей, но она выглядит как модель 20-летняя. И я вас сегодня хочу познакомить с ней. Я ей уже об этом говорила где-то на протяжении 4 месяцев. Нермин, я хочу сделать о тебе видео на память, потому что у меня вот тут столько любви и теплоты, и я хочу это выразить. Мы познакомились на футбольной площадке, потому что наши дети играли в футбол. Я никогда не дружила с египтянками, для меня это было так странно. Но она была такая вежливая и какая-то очень такая тонкая, изысканная. И я так наблюдала за ней, думаю, надо же, а мне немножечко про египтянок другое рассказывали. И я вот так наблюдала. И каждый раз, когда дети заканчивали футбол, вот, она так меня преданно ждала, и мы шли вместе. Я всегда думала, о чем я буду говорить. Я ее совсем не знаю. Надо сейчас идти по улице и о чем-то говорить. А она, как преданный друг, всегда ждала. И вот, вот так вот мы начали общаться. Но она этого всего не знает, для нее тоже будет удивительно. Но знаете, что очень нравится в Нермин? Она очень... несмотря на свою женственность, такую изысканную женственность, она как принцесса, королева, вот с королевской семьи, она очень сильная. И все те дела, которые я решаю бурно, вот так, вот такую бурную деятельность, она все то же самое сделает с меньшими энергетическими затратами, очень элегантно, по-деловому, спокойно. Вот. И если какая-то проблема, я сразу звоню ей, сразу я уже у нее, и она мне помогает решать. И я вот хотела таким образом выразить большую благодарность Нермин, потому что среди египтянок она как цветочек, знаете, как какой-то аленький цветочек, спокойная, размеренная, нежная такая. Еще она бизнес-леди. У нее вот есть собственный магазин, но это не простой магазин, дорогие подписчики, это магазин здоровой пищи. Поэтому она так выглядит, как модель. I say that you are like model because you have a very nice shop. В этом магазине вы можете купить все для здорового питания. Здесь есть великолепные масла, здесь есть мука и макароны без глютена, здесь есть шоколад без сахара, разнообразная полезная соль неочищенная, потом вот кокосовое масло, рисовое масло, разнообразные печенья, ну тут масса всего. Потом для вегетарианцев очень много разных блюд, для сладкоежек, разные вафельки, печенье, в общем, все то, что очень полезно и детям, и вам. И вот если вы хотите увидеть Нермин, я, конечно, буду ревновать очень сильно, но вы можете прийти в магазин. Здесь либо Нермин, либо ее муж Ахмед. Вот они вдвоем держат этот магазин. Еще такой момент, что наши дети очень дружат. И Маркус и Раян очень любят друг друга и всегда проводят много времени вместе. То ли это детская площадка, то ли поход в магазин за продуктами, неважно. А это Диляра, дочь Нермин. Она похожа на турчанку, и вот почему. Если почитать историю Египта, то у нас много смешанной крови с турками. В основном потому, что они оккупировали Египет около 500 лет назад. И вот таким образом египтяне стали мусульманами. Прапрабабушка моей мамы была турчанкой. Большинство чистокровных египтян были коптами, как крестьяне, особенно с юга Египта, поэтому у них более темная кожа, тогда как у некоторых египтян цвет кожи светлее. Вероятно, они смешаны и в основном с турецкой кровью. Еще Нермин очень вкусно готовит. Маркус всегда говорит: мама, ты так не умеешь готовить, как Нермин. Говорит, иди к Нермин научись. Это ты делаешь плохо, это ты делаешь плохо. Египетскую еду ты не умеешь готовить. Иди, пусть Нермин тебя научит. Но она еще ко всем ее талантам и способностям, она еще шикарно готовит.
Раскрою вам один секрет. Если у вашего друга все хорошо в семье, в бизнесе, его бизнес растет и расцветает, и вы этому рады, то я вас поздравляю, вы настоящий друг. И мне тоже хочется всегда помочь моей Нермин в этом прекрасном деле, потому что у нее на всю Хургаду единственный магазин здорового питания. Нермин сказала, как только ты приходишь в магазин, всегда начинаются звонки, начинаются какие-то вопросы с разных компаний, муж, в общем, дети все начинают звонить. Я говорю, потому что у меня такая энергия, если я прихожу в пустой магазин, сразу будут приходить люди. Дорогие подписчики, оказалось, что мы уже дружим аж 5 лет. И вот я сейчас задам ей вопрос такой интересный. Вот, Нермин, что тебе приходится терпеть в моем характере? Виктория удивительная, но я уже привыкла к ней. Когда она хочет чего-то, она не слушает ничего, пока не скажет то, что хочет. Это хорошо, потому что она прямолинейная и не хитрая. Она знает, чего хочет, и скажет вам это в лицо. Это совсем другое, чем египетский менталитет, который будет стесняться выражать то, что они на самом деле чувствуют. И если она не в настроении, она даст мне об этом знать. Для меня это было немного удивительно вначале. Это не так, как у нас, по-другому. Но мне нравится, потому что так легче общаться и ценить потребности других людей. И то, что они чувствуют. И я ее очень уважаю за это. Она уже привыкла, точно ко мне уже привыкла, потому что в египетской культуре они мягко отказывают, like easy. Yes. А я говорю прямо, и я довольно это жестко выглядит, но это часть моей сущности. И даже вот я как-то попросила Нермин, говорю, Нермин, если что-то не так, ты, пожалуйста, не делай так, чтобы я догадывалась, потому что я говорю, не могу догадываться. Я выросла в другой культуре, в другой стране, с другим менталитетом. Ты мне все должна говорить прямо, и тогда у нас будут прекрасные, хорошие, доверительные, длительные отношения. И вот так вот я с ней поговорила, она говорит, хорошо, потому что, говорю, я не могу догадаться, я же не знаю вас и не знаю, о чем ты думаешь. И для меня это очень сложно догадываться, если я начну догадываться, точно будет что-то плохое. Не в лучшую сторону это пойдет. Вот таким образом мы поговорили, и поэтому у нас все хорошо. В общем, честность всегда на первом месте. It's good, actually. You're straightforward. It's not maybe different than Egyptian, Egyptian, they talk nice like this, but you're straightforward, which for me is easy to yes, deal, to understand. Remember when once I tell you I was a little bit tired, so I feel okay, I don't want to bother, but you say no. If you're tired, just say no, it's okay. Yes. You understand that, but for Egyptian, maybe they don't understand. If I'm tired, they still want you to, like this. Really? Wow. Yeah, so it's good that you appreciate other people, what they need, what they have, like this. So it's straightforward, which is good. What else difference between Egyptian and in general, about even customers? Покупатели больше египтяне или же иностранцы? Если говорить о наших клиентах, то это покупатели с разных стран. И египтяне, и немцы, англичане, и они особенно прямолинейны. Русские и украинцы, они знают, чего хотят, и не задают много вопросов. Проблема, конечно, в языке, я их не понимаю, и они не понимают английский. Поэтому мы используем телефон для перевода. За несколько лет работы в магазине у нас очень много постоянных клиентов, и мы каждую неделю заказываем товары из Каира, потому что у нас всегда свежие и хорошего качества. Наши клиенты к нам возвращаются снова и снова, потому что у нас все свежее, и мы заказываем продукты из Каира каждую неделю. Очень разбирают все, кокосовое масло, вон вижу. Это кокосовое масло inside or like... For the rice oil? Coconut. Coconut, both. There is for massage, oil massage and eat. Really? Yes. Wow. Это очень полезно.
И в этом магазине все натуральное. Вы просто, ну, как бы не представляете. Есть соль розовая. Вот, сейчас я вам все покажу, поснимаю. Так что вот так вот. Ну, what you want to say more for my followers? Just because, you know, they remember you from the first video. And they said, Victoria, you communicate, and we wanted to listen the voice of Nermin. Yes. Это мне написали подписчики. Виктория, только твой голос слышно. Потому что я выключила ее голос, сделала сам перевод. И вы написали, мы хотим услышать голос Nermin, so you can communicate. Okay, well, one thing I will share, maybe related to your videos, is about living in Hurghada as Egyptian as well. Yeah, I chose not to stay in Cairo, but to live here because Hurghada is more quiet and less traffic, nicer, and lots of foreigners, which is more relaxed, like not all tense, like dealing with Egyptians all the time, like having different nationalities like this. And like you said from the first video, I explained I wasn't living here, I live outside, I travel a lot, so I understand different culture. I like to deal with different mentalities. So it's nicer to have different people, to meet different people, to make friends, we're good friends with different understanding, like not straightforward. Yes, and more fun, like more fun, yeah. Even if you are sad or like this, it doesn't show. You're always smiling, always happy. It's maybe different Egyptian. Maybe if they're angry, it show on the face like this. For you, no, always smiley and nice atmosphere, nice vibe. Понятно? Nermin, say to people what you do with your hairs. What you use? Which, like, shampoo or balsam? Well, in general, I don't use normal shampoo. Look. Yeah. Rapunzel. Yeah, with this. I usually use sulfate-free shampoo, like more natural shampoo, not a lot chemicals, less chemicals. You have in your shop, no? No, I don't sell shampoos. Maybe next step in the shop I will have cosmetics. But now we focus more on like food. Yes. Because a lot, Yeah. Green coffee you have even? Yes. I didn't see never. It's new, we don't get a lot. Super. Yeah. Continue. So for my hair, using more, not fully natural, but less chemical, like no sulfate, no sodium, like this, good for hair. So I usually don't change the shampoo to keep my hair soft. Really? And after shampooing, you use? I use balsam as well with the same, less chemical, like cream, but no chemical. So you can send me photo, Yeah, sure. Super. Nice. Because your hairs, I think that you are number one in Hurghada. Yeah? Thanks. Nice, look. Super. Yeah. Супер. Итак, что мы можем предложить вам в нашем магазине? Это я покажу лишь маленькую часть нашей продукции. Есть прекрасная соль Гималая, есть разнообразная мука без глютена, есть хлеб без глютена, есть макароны без глютена. У нас также есть гречка. Все очень любят, особенно русские, украинцы обожают гречку. Также у нас есть очень вкусное печенье без глютена с полезными добавками. У нас есть гречка. Украинцы и русские обожают гречку и всегда интересуются этим продуктом. Также у нас есть без сахара продукты. У нас прекрасное масло из кокоса, очень свеженькое. Вы можете употреблять вовнутрь и также наносить на тело. Также вы у нас можете приобрести коллаген, очень полезный для кожи, для суставов и для самочувствия. Также вы можете приобрести для выпечки кекса. Также вы можете приобрести у нас готовую продукцию для выпечки кекса и тоже без глютена. Еще у нас большой выбор разнообразных блюд для вегетарианцев, но вот сегодня вечером мой муж привезет из Каира.
Так что добро пожаловать в наш магазин, и каждый из вас найдет что-нибудь вкусное и полезное в нашем магазинчике.